Bed Wars – одна из самых популярных и старейших мини-игр в мире Майнкрафта. Знаете ли вы, что изначально Bed Wars являлся всего лишь любительской картой от игрока? Вы на канале игрового сервера Bradix World, и сегодня мы поговорим об истории Bed Wars. Разберем, почему он стал настолько популярен и как завоевал сердца многих игроков. А в честь Нового года мы запустили специальную акцию. Играйте в свои любимые мини-игры и получайте умноженный опыт, монеты и души. Акция действует до 8 января включительно. Информацию о том, как начать играть на нашем сервере, находится в описании видеоролика. Предлагаем начать рассказ с того человека, с которого все началось. Исума, талантливый майнкрафт-ютубер из Великобритании. Именно он создал карту под названием Rush в 2012 году, которая в будущем послужила концептом для всей известной мини-игры. Вот как описывает эту карту сам Исума. Rush — это PvP-карта, цель игры — построить мощь через небо и уничтожить кровать других команд. Как только кровать будет сломана, убейте вражескую команду, чтобы выиграть игру. Визуально карта представляла из себя всего два острова, а вся подноготная работала на рестован механизмах. А поиграть на ней вы могли бы разве что только со своими друзьями. В 2014 году данную карту замечает немецкий сервер Goma HD и создает собственный полноценный Bed Wars. Золотой меч, песчаные блоки, удочка и бронза – те атрибуты, которые стали напоминать игрокам о том времени зарождения Bed Wars, как самой популярной и быстро растущей мини-игры во всем Майнкрафте. Начиная с этого времени Bed Wars начал получать множество изменений, новые карты, множество вариантов для игры. Играя один или в команде со своими друзьями, или же незнакомцами. Майнкрафт-ютуберы активно начинают снимать видеоролики по данной мини-игре. Сказать, что людям нравилось смотреть Bed Wars, это не сказать ничего. Миллионы просмотров на видеороликах говорят сами за себя. Время идет, многие сервера начинают замечать данную мини-игру. В 2015 году сервер Cetoxian решает выпустить Bed Wars, где вместо привычных ресурсов для покупки предметов используется опыт. Данное изменение напрямую влияет на ценообразование игровых предметов у жителей, а это в свою очередь переворачивает игру с ног на голову. Например, для того, чтобы купить лук ценой в 3 золота, не обязательно строиться на центральный остров. Теперь его можно было купить, накопив определенное количество опыта на базе. Конечно, это занимало больше времени, но тем не менее. В том же году Cookcraft решается сделать свою версию данной мини-игры, которая получила название Egg Wars. Генераторы ресурсов можно улучшить, а вместо привычных кроватей используются яйца дракона края. Egg Wars совершил абсолютный бум в Северной Америке, и мы считаем, что это абсолютно заслуженно. Данная разновидность Bed Wars до сих пор используется на многих серверах и собирает вокруг себя тысячи игроков. В 2017 году уже многим известный Hypixel выпускает Bed Wars и на своем сервере. Это Bed Wars, который многие из вас знают в настоящий момент. Hypixel умудрились разработать собственный фирменный стиль не только в игровых картах, но и в самой мини-игре. С этого момента мир увидел тот Bed Wars, который являлся уже далеко не тем, что было ранее. Система прокачек за алмазы, песчаные блоки заменила шерсть, появились ловушки, а взрывать противников стало возможным не только благодаря TNT, но и фаерболам. И это далеко не все изменения. Мини-игру стало не узнать, но в ее основе по-прежнему лежит цель из 2012 года: сломай кровать и убей противников. Bed Wars стал ярким примером того, как идея одного игрока может превратиться во что-то огромное. Исходя из скромной PvP-карты Rush, созданной Исумой в 2012 году, эта мини-игра претерпела множество изменений и разновидностей. Игроки стали свидетелями уникальных изменений в геймплее, новых возможностей и стратегий, которые сделали эту мини-игру такой популярной и неповторимой.